Добрый день, с вами Аграфена, мой канал Магия и Колдовства. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, шапке профиля, найти меня в Инстаграме, Ютуб канал, Телеграм канал. Под этим видео есть все ссылки. Также там есть программа по обучению рунической магии и ритуалы на любой вкус. Сегодня у меня гадание по неделям, по знакам зодиака, влияние астрологических аспектов на жизнь каждого из знаков. Первая половина. 13-19 мая. Итак, это рыба, овен, телец, близнец, рак и лев. Как влияют астрологические аспекты, как они программируют наши внешние события, отношения, чувства, здоровье, бизнес. Также у нас есть еще способность, возможность самим влиять на нашу жизнь при помощи магии, руководить энергетических практик. Но сегодня мы рассматриваем только астрологические влияния. Итак, рыба. Рыба устала предпринимать что-либо и находится в состоянии скуки. То есть все попробовала и не находит какой-то, может быть, радости, да, видим скучающего человечка. Что по работе? Вот она, работа. Работа не спорится, мягко говоря, у вас может что-то серьезное поломаться, испортиться. То есть обратите внимание, будьте готовы к этим, испытаниям, что ли. Что там вот прям вирус в компьютере. Либо вы не сможете выйти на работу, работать. Сейчас посмотрим, как это на здоровье скажется. Как указывает на некую поломку какую-то техническую. Тут неудачное собеседование, такая карта. Не планируйте ничего серьезного по работе. Так, по социуме. Люди, с которыми у вас переносятся встречи. Ваши надежды как-то на них не оправдываются. То есть нет какой-то серьезной подосновы для того, чтобы сотрудничать с этими людьми. Эти планы переносятся. Хотя сам всадник Пентакли, по сути, все-таки фигура такая земная. Вот просто в данный момент пока откладывается все. Так, здоровье. Ага, вот у нас здоровье. Ну что, то есть вас может вывести из строя какая-то чрезвычайная ситуация. Будьте внимательны. Может быть, потребуется какая-то небольшая хирургия. Король мечей, там может что-то вырвать зуб. Также какая-то небольшая травма. Будьте все-таки внимательны. Также король мечей указывает на какое-то приходящее нервное такое очень состояние. Испуг, нервный срыв. Так, вот у нас по личной жизни у вас идет. Рыба занята своими материальными вопросами. В семье также решается вопрос, что как распределить бюджет, вопрос какой-то денежный, что-то откладывается, какие-то поездки, покупки, планы материальные. Также, если у вас есть какие-то новые отношения, они пока в них препятствия в виде невозможности, да, вот что помехи в виде работы, кто-то занят, кто-то своими земными делами. То есть это карта без эмоций Пентакли. И конец недели. Зато тут есть справедливость. То есть вы примете нужное, самое лучшее, самое важное решение, которое будет вам правильно. Вы находитесь в таком состоянии уравновешенном. Также хорошая карта для решения всяких вопросов юридического плана. Да, суды, всякие службы в вашу пользу. Овны. Колесница перевернута. Овны очень спешат. Причем карта выпала в негативном положении. Не стоит спешить. Лучше подумать, потому что вы можете сделать какое-то неверное решение. Видите, тут две лошади, да, черное и белое. Велика вероятность удариться сделать не в ту сторону повернуть. Так, восьмерка пентаклей, переработки. Работа будет, деньги будут. У кого-то, даже если вы не учитесь, не работаете, да, но они приходят с какими-то задержками. Также вам понадобится больше времени и сил, чтобы их там получить. Вот, и все это не по плану как-то идет.
переработки, дополнительная загрузка. Социум, королева мечей, опасайтесь разного рода критики, проверок, каких-то чиновников с дополнительными какими-то к вам претензиями. Прямо не подвижка ваших прав. Вот, в юридическом поле. Состояние здоровья, рыцарь жезлов, ну это сам Овен, который не чувствует земли под ногами. Собственно, состояние душевное, физическое хорошее. Хорошее для того, чтобы быть активным. Однако не горячитесь, вы можете переоценить резервы. Да? То есть не слишком прислушайтесь к организму, не спешите слишком использовать, да, все ваши резервы, да, умерите, потому что эта карта такая, вот вы можете заработать себе перенапряжение. Император, зато в личной жизни вас кто-то давлеет над вами, пытается внушить вам какие-то свои правила. Также это связь отношений с таким сложным, тяжелым человеком. Это может вмешательство какого-то родственника со стороны мужчины пожилого. И вы такое давление, такой прямо властный, где-то тиран, где-то он так прям нависает над вами, если вы женщина. 4 пентаклей, конец недели. Какое-то письмишко придет, кто-то вас что-то там вспомнит, напишет, поздравит. Ну, это так, ласточка какая-то. Вам бы хотелось чего-то большего. Ну, вот получается пока так. Тельцы. Тельцов усталость, нет радости от жизни. Все приелось, все вы много вкладываете. Вы чувствуете, что вы не получаете той отдачи, на которую вы рассчитывали. Так, ваша работа. Ну, зато в работе тут все стабильно, по плану, надежно. То, на что вы рассчитывали, идет какой-то рост, вы почувствуете на этой неделе прирост, денежки, сохранность, все это. По состоянию в социуме. Есть люди, которые мешают, но вы откладываете эту конфликтную ситуацию, уклоняетесь пока от этих всех разборок, переносится все. Состояние здоровья, ага, кратковременный кризис. Ну, к счастью, это не длится долго. Это все, у кого есть какая-то болезнь с разного рода приступами, будьте аккуратны, то есть сердечники, у кого какие-то почки, то есть вот тут кратковременный приступ, давление сердечные, также это на эмоциональной почве еще, знаете, перепух какой-то. В личной жизни, чудесная карта, любовь, человек вызывает в вас лучшие эмоции, хорошая карта для начала знакомства. Это человек чрезвычайно благоприятный, у вас немного общего, много общих эмоций позитивных. И в существующих отношениях также период доверия, любви. Конец недели, ну вот у вас поджимает этот конфликт, вот от которого вы уходите, за который вы, возможно, переживаете, вот поэтому аж до физических ощущений. И в конце концов вам выходит из себя телец, да, что вот все, не могу больше это терпеть, надо что-то делать. Эмоции, мечи. Будьте аккуратней со своим здоровьем. Так, близнецы. Сила. Отличная карта. Близнецы в силе. Все контролируют. Полны энергии. Творческих идей. Сила. Отличная карта. По работе 2 мечей. Двойки карты близнецовые. Вы находите нужный компромисс, пока вас эта ситуация не давит. Где-то, если это собеседование, или вы кого-то принимаете на работу, то есть все в рамках компромисса работает. То есть этот компромисс достижим. Ваши четко видите плюсы и минусы ситуации. То есть пока это все
под вашим контролем. Так, окружающие. Разоблачение, может палиться какая-то информация о людях, разочарование. Люди, которым, ну, вы ожидали от них что-то приятное, но они вас не то чтобы удивят, но или разочаруют, но вы узнаете какую-то негативную сторону их жизни, отношений к вам. И... Так, пятерка, вот что-то со здоровьем у всех, прям какая-то планета прям зашла. У близнецов такая придется сопротивляться некой болезни, причем это может там и грипп, и ваше какое-то осложнение вашей хроники, причем такое конкретное. Будьте аккуратны, будьте внимательны. Хотя вот я смотрю, что на работе оно и не сказывается. Но все равно карта напряженная. Победить это не хворь можно. Так, восьмерка жезлов. Ну, у вас какие-то свидания, даже близнец успевает. Это разговоры, переговоры, вхождение в новое качество отношений. Ну, пока это не особенно хороша карта для новых знакомств. В старых, если у вас есть старые знакомства, просто это встреча, разговор, болтовня. О, белая карта. Тут белые карты всегда указывают на некий мистический опыт переживания, который вам рекомендуется, раз у вас есть окно какое-то, да, куда вы можете зайти и проложить себе новый путь в судьбе. Вот я так всегда вижу и трактую эти карты. Раки. Деньги. Деньги, но они такие, раки так переживают за эти деньги. Так что-то у них где-то, да, в самом деле есть задержки или проблемы, но это денежная прям карта. Прям они очень вам нужны. И не спешите, они у вас будут. Все нормально. Так, карта по работе, по вашим денежным вопросам. Задержки. Мнетесь на месте, не решается что-то. Что-то куда-то не уходит, не заходит, не приходит, откладывается командировки, типа поездки по социуму, влияние на окружающих, родственники. Общение с человеком, на которого вы не рассчитывали, он принесет вам какую-то новую надежду, импульс благоприятный. Да что такое всех создать? Так, сердечные проблемы, также какая-то обиды старые. Такой вот карта обид, карта сердечной боли и в прямом смысле, и в смысле эмоциональном. Так, дальше. Королева жезлов. Ну, для мужчин рак, женщина, которая вас очарует, которая вызывает в вас массу эмоций, блестящая, умная, прекрасная, яркая. Для женщин эта карта, для женщин раков опасна. Вас кто-то затмевает, не ходите вместе со всякими красивыми молодыми красавицами, зачем это вам надо. Ну и если у вас отношения, то смотрите, о, куча женщин нападала. И такая сякая, одна вас критикует, другая затмевает. Одним словом, у женщин рака вот такая вот история. Ну, мужчинам раком тоже королева мечей, это так. Знаете, женщина, которая не дает спуску, она вас видит насквозь, критикует. Дальше. Так, лев. Лев бросил на самотек очень важное дело какое-то в своей жизни, важную проблему, и она прям трещит по швам. Так, чего же это так? О, по работе прям бонусы, прибыли, подарки, выгодные контракты. Не упустите шанс. Да что ты будешь делать? Прям опасайтесь окружения. Оно прям вам противопоказано, даже я бы сказала опасно. Вплоть до прямой опасности. Если у вас какие-то там встречи, переговоры, опасайтесь, что вам это будет в долгую потом отзываться. Или подготовьтесь к этому. По состоянию здоровья. Это Верховная жрица перевернута. У вас тут чисто психосоматика. Все, что вы сейчас пройдете в официальной медицине, может не подтвердиться. Это совершенно запутанная история.
и она не решается в каком-то там поле доказательной медицины. Это надо либо переждать период, да, что-то влияет, то, что эмоции, вплоть до каких-то порш, то есть путаница. Не решайте сейчас вопрос со здоровьем, он сейчас не будет максимально неточным. Так, ваша личная жизнь, о, какой там любовничек, болтун такой, веселун, мужчинам это дружбан такой, вот копей, земля, валяйся, прекрасная сила. Ну что, тут львы и львицы, как говорится, в своем репертуаре. Блистают в обществе, украшают собой любой праздник, знакомятся, процветают, женщинам восхищенные поклонники, ну и мужчинам вокруг то также все. О, ты прекрасен, ты король. С вами была Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.